Дня доброго и солнечного. На дворе у нас май месяц. И самое время рассказать о том, где можно отдохнуть, позагорать и окунуться, искупнуться. И сегодняшний мой рассказ о двух таких местах. Самом лучшем и самом лучшем безлюдном пляжах Эстонии. А начну я с эстонского побережья Матси, чей одноименный пляж попал в список лучших безлюдных пляжей Европы. А попал он туда по мнению престижного туристического издания Conta Nest Travel. Кроме него в этом списке есть такие пляжи из таких стран, как Коста-Бланка, Франция, Сицилия, Хорватия, Греция, Мальта, Кипр. Я здесь бывал неоднократно на этом пляже. Пляж, да, он действительно хороший именно тем, что здесь очень мало народа. Хотя в летний сезон здесь рядом с пляжем в лесу все переполнено, потому что там находятся специальные места для гриля, столы с навесом, грильницы. Но все равно народа не так много. Сам пляж, в общем-то, довольно хорош, но не весь. Местами здесь очень-очень много камней. Если взять ту часть, где я сейчас иду, здесь пляж довольно хороший. А вот там за мной, где находится Матси-Сада, там уже все побережье в камнях. И там купаться, можно, но не очень хорошо. И здесь также, если вы видите, у меня за спиной, куда я сейчас иду, тоже камни. То есть, скажем так, вот центральная часть пляжа, она довольно неплохая, и здесь можно купаться. Хотя, конечно, и здесь местами присутствует. Если я не ошибаюсь, то весной прошлого года я здесь купался, и здесь было довольно много медуз, мелких, правда, но их было много, что для наших краев явление такое, скажем, довольно-таки редкое. А еще здесь всегда очень-очень много птиц. Я сейчас нахожусь на небольшом мысе, выступе, который находится как раз напротив пляжа. И если вам видно, у меня за спиной с этой стороны буквально в километре полтора максимум находится Матси-Садом. Но порт, насколько я знаю, по-моему, уже не действующий. По крайней мере, сколько бы я раз здесь не был, там не было ни лодок, ничего. То есть это, по всей вероятности, бывший рыболовецкий порт. И по эту сторону, если вы видите полуостров, на нем маяк. Это как раз маяк Семери. Это очень красивое место, которое рекомендую вам посетить. Там очень много можжевельника, различных цветов, трав. И природа просто обалденная. Там птиц также очень-очень много. Там есть в можжевельнике, может кто-то не знает, есть такое, что-то вроде потайного места, где есть стол, гриль, где, то есть, можно хорошо отдохнуть в такой, как это сказать, интимной обстановке, да. Чтобы туда попасть, нужно подъехать, там есть дорога, вот отсюда видно, за спиной опять же крыша, хутор. Где-то справа от дороги поставить, там есть небольшой карман, и пешочком пройти в сторону маяка. Там будет надпись, что это частная территория, но если идти пешком, там никаких запрещающих знаков нету, я неоднократно ходил, никаких проблем не было. То есть, если хотите полюбоваться природой, отдохнуть душой, это то самое место. Мне кажется, я бы бродил по этим местам и день, и ночь. Здесь очень, кроме пляжа, красивый такой длинный выступ в море, где много камней. Сейчас я покажу. И он причем идет вон туда, аж до горизонта. Там очень много птиц.
Я хочу попробовать пройти туда, но не знаю, получится ли у меня по камням перейти. Потому что примерно еще в ту сторону, где-то до конца всего этого, назовем его мысом, из камней, где-то, ну, я думаю, километр точно есть. А за спиной у меня как раз вот, как я говорил, что здесь птиц много. И вот чайки, видимо, во-во, началось все. Видите, где-то у нее это самое гнездо, здесь надо мне уходить. Я вижу, что она уже немножко нервничает и начинает на меня бросаться. Прогоняет. Проведя свой небольшой заплыв, я таким образом открыл свой купальный сезон в этом году. Вода была сравнительно терпимая, скажем так, и вполне позволяла в ней искупнуться. И я следую дальше, на побережье Перакюла, где, по моему мнению, находится один из самых лучших, а может быть и даже лучший пляж в Эстонии. Итак, побережье Перакюла, которое находится в природном заповеднике Нива на северо-западе Эстонии. Как я и говорил, по моему личному мнению, это самый лучший пляж Эстонии. Почему я так считаю? Он находится вдали от суеты. Здесь нет рядом каких-либо больших городов. И он находится, как я уже говорил, в природном заповеднике Нива. Здесь очень красивая природа, и есть рядом много различных пешеходных троп, мест для пикника. Здесь чистый песок. И одно из самых главных, на мой взгляд, достоинств — это то, что, отойдя буквально там 5-10 метров от берега, можно сразу окунаться в воду. Поскольку очень много пляжей в Эстонии у нас такие, что приходится преодолеть немалое расстояние, прежде чем иметь возможность окунуться. А здесь же все гораздо проще и удобнее. В районе пляжа есть много различных оборудованных пешеходных троп. Также есть места для гриля, отдыха с возможностью поставить палатки. Причем такими местами оборудована значительная часть побережья. Есть также недалеко несколько озер, где вы можете порыбачить и также отдохнуть. Они также оборудованы местами для отдыха и пикника. Ну а я заканчиваю свое путешествие, уже ставшей традицией, купанием. Вода, кстати, довольно прохладная здесь.